Дофамин – это основной гормон, и все остальные гормоны, они в него попадают. То есть это как в молочном коктейле в основе лежит молоко, а мороженое, сироп, ваниль, там орешки, что-то мы еще добавляем, свежие фрукты – это то, что дает этому вкус, но в основе лежит молоко. Вот дофамин – это основа психического коктейля, он и называется психический коктейль. И если этот дофамин есть, мы чувствуем как раз этот покой, расслабление, безопасность, удовлетворенность. Чувствуете, что мы удовлетворены? То есть мы не решили свои жизненные вопросы, но то, что они не решены, больше не повод чувствовать неудовлетворенность. Мы думали так: у меня не решен этот вопрос, поэтому я не удовлетворена или не удовлетворен. А сейчас мы увидели, что, оказывается, я чувствовал неудовлетворенность и все время искал повод. А из-за чего же я не удовлетворен? А вот у меня еще это не сделано, и тут не сделано, и посуда не помыта. Вот потому не удовлетворена. А вот сейчас помою посуду и буду удовлетворенным. И мы мыли посуду, делали какие-то дела, прикладывали усилия. На какую-то минутку-другую мы чувствовали удовлетворение. Фух. И потом неудовлетворенность снова рождалась, просыпалась. И так, чтобы вам было понятно, мы процентов на 70 дофамина подкачали. То есть еще 30% ресурса недокачанного. Вернусь к тому, из практики в теорию. Дофамин – это энергия, которой питается ваш внутренний ребенок. Внутренний ребенок – это основа психики любого человека. У вашего мужчины или будущего, или уже существующего внутренний ребенок такая же важная часть психики, как и у вас. И если у вас есть доступ к его внутреннему ребенку, то вы можете его наполнять. Но если у вас не накормлен ваш внутренний ребенок, вы не хотите его наполнять. А что я ему буду давать, а у меня у самой нету, скажет ваш внутренний ребенок. Поэтому вначале вы позаботитесь о себе, а потом вы можете позаботиться о всех окружающих. Итак, дофамин вы услышали. Все, что дает вам радость. Все, что вы хочу, но не надо. Все, что вас радует. Все, что вас веселит, делает вас более безопасным. Там не только конфеты. То есть я хочу, чтобы вы заглянули в этого внутреннего ребенка. Там не только конфеты, а там и, например, пойти к врачу. Это просто, я показываю на Дашу, потому что обычно к врачу меня водит Даша. То есть мой внутренний ребенок боится ходить к врачам, а моя внутренняя родительница боится его водить к врачам. Короче, не было у меня там нормального родителя. Поэтому мой внутренний ребенок поручил это Даше. Вот, и она меня водила. Так мы и дружим. То есть где-то я выступаю, она говорит, как внутренний ребенок: Диана, сделай для меня вот это. Собственно, так дружба и появляется. Так вот, внутреннего ребенка не только конфетами кормят. Его водят в спортзал, ему дают какую-то правильную еду, то есть заботятся о его здоровье, ему говорят хорошие слова. То есть то, что ему нужно на сегодняшний момент, это то, что вызывает дофамин. Поэтому не надо накупать килограммы конфет, если ваш внутренний ребенок сейчас хочет, чтобы, например, молочную кашу, авокадо. Но внутренний ребенок не хочет авокадо. Внутренний ребенок хочет, чтобы позаботились о его здоровье, понимаете? И если вы даете себе авокадо и говорите: это полезно для твоего здоровья, то он ест авокадо, потому что это очень полезно для моего здоровья. И еще там внутренний голос родителя говорит: это вкусно, о, прекрасно. Ты такой видишь приятный вкус маслянистый, да-да-да, ням-ням-ням. То есть это родитель кормит ребенка. То есть не думайте, что там конфеты, мороженое, и спать до 12 дня и ничего не делать. Хотя и такие вещи там тоже будут. Если вы себя, если вы давно себя не баюкали и в кроватку не ложили, то, конечно, это надо сделать. И тогда много дофамина. Как вам эти новости? Это просто. Это дофамин. И тогда вы какая и какой? Влюбленный.
То есть влюбленность – это много дофамина внутри вас. Хотите иметь это чувство влюбленности? Мастер-класс называется «Влюблены по собственному желанию». Вы можете устраивать прыгание на батуте всей семьей. Да, это чудесно, просыпаются внутренние дети. Мы делали мастер-класс в Риге, девочка нам одна делала мастер-класс в Риге, и мы пили, она готовила нам молочный коктейль. И мы его пили, он был потом с ванилью, потом он еще был с корицей. Вы не представляете, что творилось возле этого стола, где нам делали этот коктейль. Мы все были в очереди, у нас проснулись все наши комплексы. Кому-то дали больше, кому-то дали меньше. А мне дали 2 порции. Вот, и я себе сказала, мне всегда везет. И мой внутренний ребенок получил там тройной зачет, а кто-то сказал, вот, мне не дали, и теперь надо накормить самого себя этим молочным коктейлем. То есть вы можете это делать, группой, всей семьей, то есть вы можете понимать, что все эти рисования, лепки, все, когда очень много драйва, это просыпаются ваши внутренние дети. Вы катаетесь на квадроциклах, это внутренний ребенок. Понятно, там есть и родитель, потому что надо всем этим рулить и не убиться. Но просто это не так сложно и не так редко. Вся индустрия развлечений, она построена, чтобы включился ваш внутренний ребенок. И не обязательно ездить в Диснейленд, чтобы накормить своего внутреннего ребенка. Но Диснейленд это тоже не для детей, а для взрослых. Если вы видели детей в Диснейленде, они ходят такими, знаете, борчуками. Потому что они живут в этом мире, понимаете, у них внутренний ребенок живой. Их посадили, в чашке он катается. Но он поехал в город, который едет на лодочке, город, который захватили пираты. И что? А сидит рядом мама с папой. Вася, тебе весело, Вася, тебе весело, Вася, на тебе шарик. А Вася, да, хорошо, ему приятно. Но это внутренний ребенок родителя. Сейчас, боже, как было хорошо, боже, надо завтра пойти обязательно, да, ой, а как мы на этой горке, жи. Ребенок уже сладко спит в кроватке, там в колясочке, или там, в тележечке такой, а родители еще, а теперь парад, Микки Маус, смотри, Микки Маус, иди сам фотографируйся. Стоит ребенок такой перепуганный от этого Микки Мауса. И такая счастливая мама. Ага! Я утрирую, но чтобы вы просто видели, мы таскаемся куда-то с детьми. Разрешите себе в этот момент не быть родителем, не делать все для него, а побыть ребенком. Нет ничего хуже, чем родитель, который гуляет по Диснейленду, у него в руке тут, коляска, тут какие-то пакеты, которые ребенок там накупил каких-то игрушек, он, такой идет уставший, он в родительской позиции, то есть он думает, холодно ребенку, тепло, попил ли он водички, может, пора памперс поменять, а спал ли он, а там слишком много людей, а куда он побежал. Его внутренний ребенок в этот момент, катается по полу и кричит, меня сюда привели и не пустили покататься ни на одном аттракционе, потому что на аттракционе сидел родитель и держал ребенка. Я показала вам это о чем? Окситоцин – это ваша общность. Все, где вы делаете что-то вместе. Слушайте, вы просто вместе режете салат. Вы вместе готовите еду, вы стоите на кухне и что-то такое готовите, он там нарезает, вы куда-то там запекаете. Вы не касаетесь друг друга, но у вас, вы касаетесь друг друга темой. И у вас вырабатывается окситоцин, и появляется такое ощущение близости. Да или нет? Когда мы кушаем с другими людьми, появляется близость. Ходим по магазинам, меряем ему вещи, себе меряем. Понятно, если мы меряем, а он при этом сидит в интернете, и вы говорите, как? Он говорит, хорошо. Или он уже, Господи, это 5-е уже, а я обещал, а уже столько денег. Сколько стоит? То есть если он в родителе,
а вы, ну, в ребенке, то, ну, здесь окситоцина не ждите. Но если это взрослая позиция, если вы оба это делаете, если это, ну, в это оба увлечены, тогда у пары вырабатывается окситоцин. Чем больше точек соединения у пары, тем больше окситоцина, тем больше любви. Окситоцин не имеет времени, когда он заканчивается. Но если мы, например, с Анечкой вместе начинаем делать какой-то проект, то вначале мы проживаем, ну, некий процесс влюбленности. То есть мы такой идеализируем друг друга, Аня идеализирует меня, я идеализирую Аню. Мы друг от друга ждем поддержки. Ну, то есть я говорю себе, ну, Аня, она и коммуникатор, и юрист, и вообще она обаятельная, и знает много языков. И вот я помню, она в Прованс ездила с девчонками, значит, можно будет группу в Прованс возить, она там что-то знает. Ну, короче, я когда думаю о том, что мне будет хорошо работать с Аней, я думаю, что часть работы или большую часть работы, ну, не больше, но, короче, часть работы она возьмет на себя. Она то же самое думает обо мне. Потом мы встречаемся с реальностью. Что Аня говорит, ну, мои ноги в Провансе не будет, Диана, ну, я тебе, конечно, там все обеспечу, но туда не поеду, мне вообще не понравилось, и вообще, ну, я не знаю, но я придумала, Ань, придумала. Но чем больше мы с Аней сделали удачных проектов, поговорили о новых планах, ну, в открытую что-то обсудили, знаете, ну, без обмана, ну, знаете, не держа фигу в кармане, потому что окситоцин, ну, с враньем не работает. Мы поговорили, у нас, может, были какой-то конфликт, да, что-то недопонимание, мы об этом поговорили открыто. Вот поговорили открыто, и был конфликт, выработалось окситоцина в 300 раз больше, чем было до этого в паре. Поэтому все эти советы психологов, что не держите конфликты внутри себя, а, ну, по-взрослому идите разговаривать, они имеют с точки зрения гормонов, ну, большое преимущество. И наступает какой-то, ну, то есть у нас все больше окситоцина, все больше взрослого между нами. И я начинаю больше доверять Ане, а Аня начинает больше доверять мне. Потому что, еще раз, окситоцин – это гормон взрослого человека. И я становлюсь рядом с Аней все более взрослой. То есть я беру больше ответственности, я лучше выполняю свои дела. Если у нас тут куча еще останется переносов, если Аня там на меня держит какую-то обиду, видит во мне маму, но не хочет об этом говорить, пытается это прятать внутри себя, то окситоцин будет разрушаться. То же самое с мужчиной. С мужчиной то же самое, да. Я просто привожу пример о двух женщинах, чтобы вы понимали, что для окситоцина не важен пол. Это работает, когда мы делаем тимбилдинги, когда мы делаем какие-то корпоративы в бизнесе, они имеют тот же смысл. Объединить людей, дать им вот это вот ощущение близости. Поэтому все эти даже дурацкие игры на свадьбе, когда надо губами с ее юбки сзади скусить бантик, который на там приколочкой одели. Ну, это такая вообще похабщина, боже мой. Но в этот момент вырабатывается куча окситоцина, понимаете? Причем у тех, кто смотрит, и у тех, кто, соответственно, у кого кусают, и кто кусает. И все, кто смотрит на это, получают, ну, очень много ощущения, ну, такого, ну, близости, интимности, объединения. Поэтому все эти квесты, ну, там, брейншторминги, когда ну, люди открыто высказываются, ну, для решения одной задачи, они потом рождают между людьми ощущение близости. И вот эту близость трудно потом разрушить. Если дофамин быстро разрушается, надо все время подкрепление, то окситоцин медленно. То есть он такой, знаете, накапливается. Понятно, что куда я вас веду? Вы слышали 1000 раз, надо в отношения, надо вкладываться. Но нам же не говорили, что, знаете, что когда я вкладываюсь, я же думаю, я-то вкладываюсь, это же я что-то делаю. А тут, оказывается, я вкладываюсь и тут же получаю у себя, ну, там, чуть больше окситоцина. Чем больше окситоцина, ну, чем больше я взрослее, тем лучше вижу ситуацию, тем интереснее принимаю решения, тем я свободнее, самодостаточнее, тем больше у меня энергии для жизни. Эндорфин. Это впечатление. Прелесть и ужас эндорфина в том, что этот гормон вырабатывается только на новенькое. То есть один кусочек шоколада,
Ну, это новое ощущение во рту, классно, но это и память, у нас приятные ассоциации с вкусом шоколада, и это, ну, во рту очень приятное ощущение, прекрасно. Второй кусочек шоколада, эндорфина там уже, ну, 5-10%, а третий кусочек включаешь, не работает. Понимаешь? Все, один кусочек шоколада – это эндорфин, а вы съели, ну, там, пол шоколадки, но вы съели ее, ну, бесплатно. То есть вы съели ее зря. Когда у нас разностолье за столом, знаете, тут такой вкус такой, и индусы аюрведа говорят, что за столом во время обеда должно быть 12 вкусов. Ну, не 12 блюд, а 12 вкусов. Тут солененькое, тут кисленькое, тут кисло-сладкое, тут там кисло-сладкое такое там перченое. И кто был в Индии, вспомните, там всегда ну, такое многовкусие. Слюной захлебнулась. Ой, что-то... досу вспомнила. Да, эндорфины пошли, фантазии пошли. Ну, прелесть эндорфина в том, что они прекрасно работают как живьем, так и в фантазиях. Видите, я вспомнила о том, что ну, мне было вкусно, и эндорфины выделились, и все стали ржать. Вот это вот возбуждение, вот это вот хихи, но это эндорфиновое. Эндорфины – это про всегда что-то свеженькое, новенькое. Иногда старый забытый фильм, который вы давно не смотрели, знаете, приятно посмотреть. Но когда вы смотрите какой-то старый любимый фильм, реально там есть какой-то 3 кусочка, которые вам хочется посмотреть. И ради них ну, можно не смотреть весь фильм. Я просто хочу вам ну, осознание дать. А что дают эндорфины? Они дают радость. Они дают эту легкость бытия, они дают, что все решается, что все пройдет. И когда в партнерских отношениях присутствует новизна, все помнят это слово? Мы просто слово «новизна» слышим ну, в статьях. И в сексе новизна, и в еде новизна, и едьте разными дорогами на работу, и там, работать в одной компании на одной должности. Но это все не новое. Но нам не говорили слово «эндорфины», нам не говорили цену за это. А еще нам не говорили, что для этого не надо менять квартиру, и не надо менять работу, а можно поменять стол. Или место, где находится ваш стол. Например, у вас там open space, ваш стол стоял здесь, переставили стол здесь, вы сидите, у вас новое рабочее место в натуре. Чтобы в традициях все время было тоже что-то новое, а может быть, ну, традицией может быть всегда по-новому праздновать Новый год. Или у нас всегда на Новый год салат оливье, к примеру, но и какие-то новые блюда. Или у нас всегда салат оливье, ну, то есть потому что традиционные вещи, мы сейчас с вами будем говорить про серотонин, он любит ну, порядок и дисциплину. Но эндорфину нужно все время новые впечатления. И когда вы все время что-то осознанно меняете, то вы все время испытываете эту радость новизны. Так зачем вам для этого ездить? Понимаете, я не отказываюсь ездить вместе с вами в Перу, я сама с удовольствием таскаюсь в разные места, но когда вы понимаете, что новые впечатления не обязательно дорого покупать, что их просто надо себе организовывать, что вся эта привычка есть одну и ту же еду, вставать в одно и то же время, чистить зубы только так, или покупать только такую зубную щетку или такую зубную пасту, что это все не дает проснуться обыкновенной радости. Знаете, когда радостно, то радость и легкость жизни – это одно и то же. И вся семья может быть наполнена этой любовью. И это ощущение, когда вы переживаете радость, наверное, надо поделиться этим феноменом. Радость невозможно переживать одному. Радостью надо делиться, и хочется делиться. То есть, если вы не поделитесь этой радостью с кем-то, вы напишите пост на Фейсбуке, вы кому-то позвоните, или на улице будете кому-то приставать, знаете, у вас вы такой радостный, вы идете там, кто-то грустный, вы говорите, а добрый вечер вам, а пусть вам будет хорошо. И пока этот кто-то не улыбнется, вот вы будете, а что, у вас что-то грустное, да? А жизнь такая прекрасная. Вот вам шарик. 2.
Ну 3, ладно, ну все, вот она хоть чуть-чуть улыбнулась, ура! То есть вы хотите, ну, радость, она устроена так, что вы хотите инфицировать других людей. И, естественно, ну, в парных отношениях, в отношении с детьми, ну, в отношении с родителями, ну, этого эндорфина всегда не хватает. Ну, вы помните, 1 кусочек шоколада, 2 уже не работает. И следующий гормон, который вам будет интересен, это серотонин. Тех, кто подсел на серотонин, они могут отказаться от всего другого. Это один из самых сильных наркотиков во Вселенной. Серотонин – это мозг, то есть его мозг потребляет. Это любовь и интерес поговорить с кем-то. О чем-то, что волнует ваш ум. Что-то, это всегда что-то интеллектуальное или сплетни, но это не важно. Важно, что вас сейчас это волнует. И когда вас что-то волнует, и вы по американской традиции говорите, вы хотите об этом поговорить? Только не с нашими интонациями, потому что наша интонация такая, вы хотите об этом поговорить? Нет, нет, нет. Но если вы спросите другого человека, ну давай, поговори, расскажи мне. Удержать. Нет, я не буду. Ну расскажи. Нет, ну пожалуйста, ну так интересно. Ну нет, я сказал нет, значит нет. Если вы не... Ну пожалуйста, ну расскажи, ну так, ну хочу так услышать. Ну, блин, я уже спать не могу, как мне интересно. Ну расскажи. Ну ладно. Я так с дочкой поступаю. Она у меня подросток, и она такая злокозненный подросток. Вот. И я говорю, там, что вы делали? Она говорит, не расскажу. Или что я говорю, слушай, ну расскажи, ну явно же было что-то интересное. Да ну ничего. Не, ну слушай, ну я чувствую, что это было интересно. Ну расскажи, ну пожалуйста. Нет, сказала, нет, не буду. Или ну пожалуйста, ну расскажи, ну Милана, ну будь ангелом. Не буду, нет. Я сказала нет, а все, отстань. Я говорю, ну Милана, ну пожалуйста, ну слушай, ну ладно, я не буду приставать, но мне так интересно. Ладно. Прелесть серотонина в том, ну, этого мозговой деятельности, что если вы что-то знаете, вы хотите этим поделиться. Если вас что-то волнует, вы хотите этим поделиться. И это такой оргазм, потому что в момент, когда вы рассказываете что-то другому человеку, именно рассказываете, общаетесь, энергия не тратится, поэтому это самый сильный наркотик. Так энергия вынуждена в прикосновениях подниматься в мозг, там оцениваться, возвращаться обратно со словами да, хорошо, классно, премся. А это все в голове сразу, то есть из левого в правое, из правого в левое. Я, понятно, вам очень сокращенно это объясняю, но тут реально нету потери энергии, или она минимальная. И поэтому это такой кайф поговорить с интересным человеком или поговорить с человеком, который рассказывает вам то, что вам интересно. И отсюда, вы понимаете, что когда вас расспрашивают, когда вас слушают, когда вы кого-то слушаете, и вам интересно, между вами устанавливается интеллектуальная связь. А это самая прочная связь. Понятно, что секс – это движущая сила мира. Но сейчас я скажу что-то, что вам предстоит еще проверить в этой жизни. Когда вы интеллектуально связаны с партнером, и у вас не проработан низ, и у вас плохая сексуальная жизнь, или она заблокированная, вы можете почитать, например, историю Велимира Хлебникова, Пастернака, Маяковского, который был третьим в семье у Зинаиды Гиппиус. Вы можете почитать эти истории, чтобы понять, как это работает. Что когда есть интеллектуальная связь и заблокирована сексуальная энергия, например, мужчина находил себе женщину, у которой был с ним прекрасный секс, и как Хлебников, он вообще привел ее к себе домой, потому что у него с женой был так хорошо ментально все развито, что она все понимала. И они там какое-то время жили втроем, пока его жена не нашла себе любовника,
их садовника, молодого, красивого, здорового парня, и там у них все с ним получилось. Она разблокировала свою сексуальность. Вот. И Хлебников, а его эта любовница от него ушла в этот момент. И они снова стали жить на троих. Только уже другого. Итог в том, что он очень много об этом писал, у него очень много стихов этим посвящено, что тело быстро надоедает, тело это такой страсть, или контакт на 5 минут, а духовная связь, вообще это не духовная, а интеллектуальная называется связь, а интеллектуальная связь, она вызывает такой оргазм, особенно когда у человека мозги развиты. Понятно, что если у него 3 извилины, то он греет эти 3 извилины. И тогда вы можете слышать такие разговоры: а ты картошку купила? Да. А почем сегодня была картошка? Слушай, я пошла туда на тот рынок, там этой девочки не было. Нет, это люди просто, он в кайфе сейчас. Они говорят то, что ему интересно это слышать, потому что у него 3 извилины. Значит, у них обоих 3 извилины. Да, конечно, конечно. Не надо, чтобы тебя это раздражало. Просто это не твой мужчина и не твоя женщина. Я имею в виду, что... Вот у них так. И вот я купила такую, а потом я ее так сварила, потом я так вот ее порезала, потом масличком полила, такая, говорит, да, вот это прямо хорошая, такая рассыпчатая. Вот это в прошлый раз была не такая. И они 3 часа, и они в кайфе. Вы видели этот? Мы такие тоже, в чем-то своем. Когда вы поймете, что говорить на общие темы – это кайф, вы поймете, что такое секта. И тогда вы можете создавать, религию собственную, когда все, кружатся в какой-то одной теме, и вот они кайфуют от этого, они общаются, там свой язык рождается. И в паре это, есть, когда есть о чем поговорить. Для этого должно быть что-то, что вы привносите в эту пару, о чем вы рассказываете, о чем партнер рассказывает, что вы вместе проживаете, вы смотрите кино, вы это обсуждаете, бла-бла-бла, интеллектуальные вещи. Вам не надо думать, что интеллектуальные вещи, еще раз, это о творчестве Жана Габена. Картошечка, если это ваш уровень, то welcome.